Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и все те, кому не безразлична тема оружия. Сегодня мы с вами поговорим о разработке концерна Калашников, а именно АК-15. Для гражданских лиц это ТР-3, а АК-15, а не АК-12, потому что это калибр 7,62 на 39. Старый, добрый, советский калибр, который по сей день все еще актуален как для военных, так и для гражданских. Учитывая, что новинка уже несколько лет представлена на рынке, не будем углубляться в подробности, а бегло пройдемся в его отличиях, косметических отличиях, которые присущи по сравнению с предыдущими версиями АК. Телескопический приклад, который идет в стоке, 4-позиционный. Изюминка приклада в том числе механизм складывания. То есть складывается именно в районе приклада. Новая крышка ствольной коробки, которая уже идет с планками Пикатини, и в связи с этим нету бокового ласточкиного хвоста. Новое цевье с накладкой на газовую трубку, которые как бы на одной линии и продолжаются планками. Нижняя часть цевья. Оно вывешено, мы это все уже знаем давно, поэтому не будем говорить об его преимуществах либо недостатках. Новый способ крепления крышки ствольной коробки. И что мне наиболее нравится в данной версии, в данной модификации, и почему я обратил свое внимание при покупке, это прицельная линия. Раньше у нас прицельная линия начиналась отсюда, где заканчивался газблок, а сейчас он находится практически в конце, тем самым прицельная линия стала гораздо длиннее. Но при этом мушка, она с начала ствола перешла на газблок, но от этого прицельная линия не убавилась. Изюминкой спорной является и новый тип крепления байонетный. Шат присутствует, но это допустимая заводская норма. И нету той пресловутой резьбы. Позднее разберем, все это покажу подробнее. Телескопическая рукоятка и клавиша. Оружие новое, поэтому все еще туго не разработано. Кнопка быстрого сброса установлена уже мной, но просто не стал снимать для кадра, но оно ни на что не влияет. Штатный магазин 10-местный, в корпусе 30-местного. Казалось бы, на первый взгляд, доведенное до совершенства оружие, которое подходит под любые задачи, а если не под любые, под многие задачи на любого пользователя. Что может не понравиться? Интрижку мы с вами сохраним до конца, поэтому давайте наберемся терпения и посмотрим до конца наш сегодняшний сюжет. Прежде чем начать неполную разборку, мы должны в первую очередь отсоединить магазин, он пустой, снять с предохранителя, открыть затвор, визуально убедиться, что оружие не заряжено, совершить контрольный спуск. Следующим этапом будет снятие крышки ствольной коробки. Оно снимается путем отжатия фиксатора вверх и выдвижения вперед. Оттягиваем назад и снимаем крышку. Далее снимаем возвратную пружину. Оно снимается просто поднятием вверх и на себя. Раньше изъятие из ствольной коробки было немножечко также иначе. Затворная группа, то есть сам затвор и возвратный газовый поршень. И теперь, что требует особого внимания, это снятие цевья. Для того, чтобы снять цевье, нужно нажать, вот здесь есть пружинка, которая удерживает вот этот фиксатор, и выталкиваем его. Вот она выглядит как гантелька. Она пригодится нам при обратной сборке, поэтому не теряем ее. Просто
поднимать вперед и извлекать. Вот так выглядит заводское цевье. Мы его снимаем первый раз с оружия. Накладка на газовую тушку подвижная, но она не требует снятия при чистке и ухода за оружием. Но мы ее снимем, потому что у нас с вами сегодня совсем иные планы. Будет извлекаться наверняка немножко туговато, потому что первый раз, но уверен, мы с этим справимся. Хотя нет, намного проще, у страха глаза велики. Снимем также дульное устройство, которое на байонетном соединении. Его также нужно зажать здесь фиксатор и сделать вот такой поворот. Итак, мы дошли наверняка до самой ответственной и сложной части. Это снятие приклада. Оно требует особой сноровки и внимания, потому что принцип ее работы немножко отличается от тех АК, к которым мы привыкли. Так, дорогие друзья, мы помучились, побили. Нам так и не удалось вот этот пин выбить. И в сложенном состоянии, и в разложенном состоянии. И фиксировали, держали вниз, и ставили предохранители, снимали. Все, что мы делали, он почему-то здесь утоплен уже со следами механических повреждений. Это бил не я. То есть он вот такой был уже изначально, вот не наравне. А здесь внизу почему-то ощущение, что напоминает шляпку гвоздя, как будто его били, и он здесь стал шире, чем отверстие, которое он должен выходить. Поэтому, если вы знаете секрет, хитрость, чего не знаю я и не смог снять по субъективной моей причине, да, по моей вине, напишите в комментариях, мы попробуем нашу задумку касаемо приклада все-таки доделать. Вы все помните наше предыдущее видео, мы аналогичное цевье ставили на сайгу 12 калибра, но оно там не подошло, помните почему. Мы все с вами знаем, что оружие с таким стволом, как у нас, не должно иметь возможность произведения выстрела со сложенным прикладом. Учитывая, что данный приклад не доходит до конца, соответственно, механизмы внутри, блокирующие выстрел со сложным прикладом, тоже не действуют. Поэтому предохранитель снимается, не должен сниматься. Затвор перезаряжается, не должен перезаряжаться. Выстрел производится, не должен производиться. Тем самым, заверяю вас, как только мы сейчас завершим съемку, ну, надо отметить, обратно не застегивается, пока мы не поставим приклад. Видите? Поэтому обязуюсь, как только мы закончим видео, я верну штатный приклад на его место, потому что мы закон не нарушаем. Но мы не будем иметь претензий к производителю, хотя в описании и при продаже в этикетке ничего не сказано, что он относится только к какому-то конкретному типу оружия из линейки концерна Калашников. Там просто написано приклад для Калашникова. Да, я купил, поставил, он встал. Но то, что он нарушает при этом те функции, которые не должен был нарушать, об этом производитель умалчивает. Тоже имейте в виду. То есть, ребят, кто побежит, кому нравится приклад, бегом покупать, обратите внимание на ваше оружие, на длину ствола, имеете ли право иметь возможность стрелять со сложным прикладом. Данный приклад должен был встать на его место штатное. Он бы нам бы лишил всех тех минусов, которые были у этого приклада при том, что он мешает. А тут у него, видите, какая узкая часть, и была бы на одной линии с ствольной коробкой, что лишило бы вот этого дискомфортного момента по ограничению в пространстве, когда держишь за ручку. Здесь 6 позиций, здесь 4 позиции, но в общей длине он чуточку, но мне кажется, хотя нет, если его, наверное, установить как надо, они будут примерно одного размера. Но мы не сдаемся, мы к прикладу вернемся, к этому вопросу вернемся. Описательная часть – это этикетка. Написано, что это приклад, его аббревиатура ИЖ-1614, дата. Совершили мы неполную разборку, в том числе и по причине того, что меня не устраивает длина цевья.
Такой длины цевьё также обусловлено тем, что это боевая изначально была версия для армии, и длинное цевьё мешает установке подствольного гранатомета на эти крепления. Поэтому это не заводской просчет, а необходимость, либо же оборонзаказ. Скорее всего, этим обусловлено. Но учитывая, что мы гражданские люди, мы гранатометами не будем пользоваться, а даже для моих коротких рук это цевьё было маловато, мы хотели бы представить вашему вниманию цевьё Мегатрон производства Arms TG Group. Ребята делают очень хорошие цевья и наконец-то начали делать цевья для TR серии. Вы все знаете, чем они отличаются от обычной АКшной серии. Выглядит все вот так очень порядочно. Тут описательная часть, что это такое, на какие модели подходит, его длина, материал, со ссылками на все нормы права. То есть очень культурно ребята делают свои изделия. Выглядит оно внешне просто восхитительно, безукоризненно, очень легкий. Вроде бы габаритный, да, камера не передает, но он очень легкий, но он металл. Металл, он, скажем, что у нас здесь? Материал изготовления D16T. Это дюраль, он используется в оружии, в авиационной технике и так далее, но он прочен. Сравниваем длину, даже вот так. Сравнивая длину, понимаем, что хвататься здесь, вот так сжаться, либо хвататься вот так, существенная разница будет. Газовая трубка тоже длиннее, но газовая трубка, она уже для его технологического ансамбля, наверное, больше нужно, чем именно его длина. Сейчас установим и посмотрим, как это все выглядит на деле. Крепление M-Lock, поставим потом планочку и поговорим об этом отдельно. В комплекте у нас гамма разнообразных ключей. Ребята положили, но мне кажется, они даже положили чуть больше, потому что мы в процессе переговоров, я с ними общался, и они мне положили вот такие эмлоковские, как правильно сказать, крепления, которых у меня не было. Они не входят в комплект, ребята для меня положили. Позднее покажу для чего. Им отдельно за это спасибо. Вот у нас есть такие установочные винты. Мы их сейчас посмотрим, они для чего. И начнем установку. Устанавливать будем сначала вот это основание в ствольную коробку, на которой позднее будем крепить уже именно накладку на газовую трубку. Открутим их, устанавливаем. Сначала попробуем своими силами, потом, если что, возьмемся за молоток. Видим характерное стирание краски, значит, с двух сторон, значит, либо несоосность в связи либо со смещением ствольной коробки, если допустимо, либо же допустима погрешность в самой детали. Но это не критично, значит, если мы физически не сможем его поставить на место, возьмемся за молоток. Напилинг еще никто не отменил. Нет, характерный звук защелкивания говорит о том, что он встал как родной. Помните про наш штифт, в шутку названный гантелькой. Он должен встать на свое родное место. Затягиваем вот здесь фиксирующими болтами, ввиду того, что нету подпружиненной системы, как на штатном цевье. Все стоит, не шевелится. Теперь нам нужно открутить вот эту фиксирующую часть и установить накладку на газовую трубку. Газовая трубка устанавливается штатно, как и заводская версия.
установилось. Обожаю такие характерные финализирующие звуки, что говорит о том, что наши намерения достигли своей цели. Вот так выглядит по-новому накладка на газовую трубку, практически до основания мушки. Сейчас их запрягиваем фиксирующими болтами снизу. Установим вот данное крепление. Все, газовая трубка стоит намертво. Сейчас попробуем установить само цевье. Оно устанавливается по таким как бы рельсам вниз. Итак, вот таким образом будет выглядеть наше цевье Мегатрон. Спасибо, ребята, за понимание, помощь и оказание содействия в приобретении данного цевья. Переговорами с ними я очень доволен. Выглядит оно теперь у нас вот так. Хват очень крепкий. Ничего не скрипит, как при штатном. Ничего не трется. Стоит намертво. Вес не прибавился, я вообще особо ничего не чувствую. Сейчас произведем обратную сборку карабина. Начнем это действие с установки ручки, которую мы вытащили, открутили. Мы пытались получить больше доступа для того, чтобы снять приклад, но это не принесло никаких ожидаемых результатов, к сожалению. Ручку установили, поставим его в штатный пенал на место и осуществляем сборку в обратном порядке. Вернем на место затворную группу. Установим возвратную пружину. Да, заранее мы уже установили буфер отдачи для смягчения отдачи. Установим крышку. Все, ставим на место. У нас есть штатный магазин, который в корпусе 30-местного, но по закону можно только заряжать 10 патронов. Оно нам ни к чему, вот эта аутентичность. Пожалуйста. То есть почему магазин мне не нужен? Его минусы. Что он громоздкий, весом тяжелее, а умещается в него также 10 патронов по закону больше нельзя. Короткие версии, то есть вы можете выбрать любого производителя, бывает и прозрачный, то будет гораздо эффективнее и удобнее. Так. Итак, для того, чтобы установить на данное цевье различные дополнительные приспособления, нам нужна будет планка, прикрепить к нему, посмотрим, удастся ли нам как-то манипулировать, либо возникнут очередные непрогнозируемые затруднения. Встает как бы на место хорошо. И посмотрим, что это нам даст в результате. Установлено и почему установлено именно здесь. И в связи с этим хочу показать вам вот такое вот поступление, приобретение. Это обычные сошки. Сами сошки мне нужны для фиксации факта, а вы можете поставить себе сошки любые, какие вы захотите, под задачи, которые вам нужны. Сейчас мы его установим. И постепенно наше действие подойдет к логическому концу. Вот. Постепенно, подходя к логическому концу нашей модернизации, хочу вам предоставить такую возможность обозрить
вот такую вот банку. Это дульный тормоз-компенсатор закрытого типа, так называемая банка. Производство от Hexagon, и оно именно для оружия с устройством байонетного крепления. Абсолютно новое. Почему в таком виде? Оно пришло в обычном сдэковском пакете. Не было ни коробки, ни инструкции, ни описания, что это изделие, что это такое, к чему это. Мы все это знаем из интернета и с сайта производителя. Да? В сопроводительных документах, как, например, у Цевья, ничего обозначающее, что это такое, является ли данное устройство глушителем, либо нет, ничего нету. Ну, неважно, мы знаем, что это такое, но это все устно. Подтвердить я ничем не могу. Попробуем сейчас прикрепить, установить, посмотрим, на что будет уже похож наш комплекс. Наверное, уже его можно так называть постепенно. Соединяется оно просто. Хочу представить вашему вниманию вот такое еще приобретение. Прицел, кстати, для вас, для каждого из владельцев либо стрелков может быть любой. Мы сейчас установим то, что у нас есть, для самой фиксации факта, как это все смотрится и как это можно применять. А какие дульные устройства, какие сошки, какие цеви либо прицелы использовать, уже каждый из вас будет делать и использовать то, что он хочет, либо может. А мы покажем, как можно было из обычного штурмового автомата АК-15 сделать хотя бы визуально, превратить его в стрелковый комплекс. Для того, чтобы использовать прицел на оружии, нам понадобится вот такое устройство, такая база на быстросъемных